7:38. Вот и новый денек. Что-то, блин, ветерок так поднялся. Ой, ветер-то какой. Прям вообще капец, сильный-сильный. Да, там что-то такая туча идет. Да и что-то стало накрапывать. Да, ветрища капец. Пока лежим. Никуда не поедем. Рано еще. Ну что, без 28 только. Ладно, ждем погоду. Хорошо, что я не стал собираться, блин, лежать дальше. Как бы с палаткой не улететь сегодня. Да, еще и дождь пошел, ветер просто лютый, штормовой. 11:21. Короче, походу мы сегодня отдыхаем. Я никуда не хочу вылазить, там холодно, ветер такой дует. Еще и тучами затянуло все. Да, день отдыха сегодня. Время 6:30 вечера, ну это по-уральски, по местному 7:30, не знаю, по омскому или что там, ну на час вперед уходит время, да. Ну, вечерок, я тут обедаю, вернее ужинаю, надо доесть колбасу, хлеб, там гречка чуть-чуть осталась. И вот реально ветер только вот под вечер начал стихать. Такой ураган был сегодня, капец просто. Я вот выходил из палатки, ну чисто размяться. Вот так вот стоял, меня аж, вот, ну блин, реально сдувал ветер. Я такого ветра не знаю, в Казахстане только видел. Капец, ну просто ветрище было. И как бы и сейчас вот дует, да. Если на велике ехать, этот ветер будет донимать. Ну а днем такой ветер был. Я еще лежу, думаю, ну в палатке лежу, думаю, как бы какая-нибудь березка не свалилась. Ну ладно, слава богу, все хорошо. В общем, да, кушаем. Там это, когда заезжал вчера-то, видел же, болото было. Ну, лежу, делать нечего, думаю, схожу до болота, посмотрю, что там, как. Ну, там место такое, можно было подойти к воде более-менее. Ну, и сразу где-то глубина, может, вот такая была. Короче, сходил, носки постирал, вон уже почти высохли. В болоте носки я еще не стирал, да. Но все равно лучше, чем вообще не стирать. Ну, с мылом, естественно, у меня мыло же есть с собой. В общем, вот такой вечерок, через часа два солнце сядет, завтра будем выезжать. Ну, так, отчет дня, что я делал, в принципе, ничего не делал, лежал, лекции слушал. Да, тут солнце вышло. Ну, оно реально под вечер только вышло, я вот панельку поставил солнечную, пускай подзаряжает. В общем, все, жду утра. Утром буду выезжать, уже не терпится. Но реально нужен был день отдыха. Вот прямо ноги чувствуется, что начинают подзабиваться, вот прямо как надо. И ураган переждал, завтра вроде ветра такого не будет сильного. Ну, в общем, все, до утра, да. Вот и новый денек. Сейчас времени-то 6:49. Что-то я не понял, куда мне заряд делся. Вчера спать ложился, было где-то процентов 65, наверное, стало 12. Что-то куда-то батарейка съела зарядку. Ну ладно, надо вставать, а то он ветер опять что-то стал дуть. Короче, надо собраться побыстрее, пока ветра особо нету. Да. И до магаза, до этой деревухи крутинка. Облака, облака. Да, ночью такой дождик небольшой был. Ну, надеюсь, дождика не будет, я смогу собраться спокойно. Да, думал покушать приготовить. Разогреть там чаек, шпроты у меня остались. А у меня воды да вон сколько осталось. Этой воды явно мало будет.
Тогда это просто собираюсь и нафиг еду так. К магазину приедем, что-нибудь там купим, да, там покушаем. И ветер вроде даже немного сменился. Стал оттуда что ли дуть. Но это лучше, чем вчера весь день вот оттуда ветер дул. И капец, ну просто береза загибал даже. Прощальный взгляд на это место, где я был. Тут тоже болотце. Кстати, с этой стороны болото лучше, чем я там, где стирал носки. Можно было вообще сюда прийти постираться. Ну да ладно. Ну все, вперед на трассу. Время 6:49. Ну, по местному 7:49. Ну, как раз и к открытию магазинов и приедем в город. Рутинка. Уже 15 градусов, довольно тепло. Ветер не такой лютый и даже кажется, будто бы и в спину. Да, тут можно было по-нормальному отдохнуть, покушать. Но мы и в том лесочке тоже неплохо отдохнули, покушали. Вода закончилась, вот в правой бутылке, может, там стаканчик воды остался. Душ, кафе, мотель, магазин даже. Но цены там, да, мощные. Но мы же до Крутинки доедем, тут осталась-то фигня. Может, километра 3. В общем, там и будем закупаться. Вот и газпромовская заправка. Да, я думаю, заехать умыться по-нормальному, а не этими влажными салфетками. Туалет-то там должен быть по-любому. Да, умоюсь. Мусор выкинул за одним. Че его тащить с собой в город? О, а солнышко вылезло. Привет. Смотрите, кто сюда пришел. Ну, какой. Там в магазине стою, он тут что-то нюхается. Ну, видимо, колбасой всякой пахнет все это. Пришел. Ты откуда убежал? Ты же вон с этим, с намордником, с ошейником. Ну ладно, все, поедем дальше. Сейчас увяжется еще за мной. Не, он с цепи сорвался. Домой иди, откуда ты пришел? Первые колонки снимайте пистолет. Ладно, все, поехали. Вот глупый, а? Его же собьют сейчас тут на трассе. Все, ладно, пес отстал, а мы дальше едем. Блин, в этой газ, на заправке не было мыла, чисто просто водой умылся. Ну и то лучше, чем этими салфетками. Разы, конечно. Вот такая она Крутинка. Ну, нам туда, налево, на кольцо. 1759 год. А потом выкатим и туда, на трассу. Я вот не пойму, ставить солнечную панель или ставить. Что-то небо как-то наполовину затянуто. Наполовину вроде солнце светит. Ну, ладно, чуть попозже. Что еще, рано совсем. 8 утра. Вот в Крутинке даже своя заправка есть. Сибирь называется. Да, вообще было бы неплохо найти колонку с водой, не покупать ее. Но, конечно, можно поспрашивать местных, где что там есть колонка, по-любому есть колонка. И это, набрать воды. Это что-то так неохота. Еще и магазин бы найти. Магазины должны быть. Лишь бы они не с 9 работали. Это время-то только 9 час утра. Так рано еще я не выезжал. Ну правильно, что еда закончилась, что делать? Лежать, ждать. Еду. Ни одного магазина. Одна лишь сплошная улица. Ну, видимо, не по центральной улице ехал. Вон уже озеро видно. Ну, я, в принципе, и хотел до озера доехать, посмотреть его.
Вот, озеро Ик вроде называется. Ну да, здесь направо, вон они все магазины. Купание запрещено. Такое озеро. Как оно? Ик вроде его называют. Типа искупаешься и заикаешь, что ли? Ничего такое. Большущее, однако. Вон двое лебедей на волнах качаются. Но озеро, скорее всего, не глубокое. Ну, рыба-то, конечно, есть, должна быть. Оно вот такое озеро. Ну все, магазин, я вот к озеру спускался, там как раз слева пятерочка была. Сейчас пятерочку и заедем. Ладно, миссия номер 1 посмотреть озеро выполнена. Теперь осталось магазин. А вот она и пятера. Закупился на 868. Если бы без карты пятерочка, было бы вообще косарь 77. В общем, все, такие дела. Сейчас на улицу загружаться и погнали дальше. Взял такой йогурт, клубника, ну и всяких этих там всяких булочек таких. В общем, сейчас ими заправимся и на трассу выкатываем. Вот тут кушаю. Еще котик пришел. Какой красивый. Что хочешь? Булочку будешь? Эй, котик. А тебе мясо подавать. Какая у тебя булочка, да? Довольно-таки распогодилось. Что время? 7:59, ну 8:59. Короче, 9 часов. Можно сказать, 9 часов мы выехали с Крутянки с этой, да. Ну все, в путь дорогу на трассу. Яблоня в саду цветет. По сути, яблоня. Красота. До Омска-то и не так-то далеко осталось. А если сегодня поднажать, можно и к нему подъехать будет. Тюмень далеко. Ну все, пока Крутинка. Интересный такой поселок. Даже, наверное, поселок правильнее городского типа. Заправились. Ну что, почти 1000 рублей там оставили, да. Бюджет пополнили магазина, а свой убавили. Так, на улице, ну, 21 градус. Реально солнце хорошо так припекает. Я, в общем, переоделся, можно сказать, практически по-летнему. Ну, термобелье не стал снимать на ногах. А что сегодня руки позагорают. Ну, реально, блин, жарко уже, солнце горячее такое, прямо. Что-то тут походил туда-сюда, прямо чуть ли не вспотел. Ну, в общем, погода вроде разыгралась. Надеюсь, весь день такой будет. Ну, все, в путь. Так, мы пока оттуда выехали, пока в Крутинку заехали, туда-сюда. У нас что получилось? 9:34. Почти 10 километров намотали. Ну все, выезжаем. Трасса впереди. Сегодня надеюсь сделать максимально много километров, как получится. Ну, все, погнали. Сегодня, кстати, ветер не такой буйный, как вчера был ураган. Ну, более-менее нормально. Уже кепка один раз слетела. Ну, фура обгоняла другую фуру. И это... Надо вот так наклоняться, а я еду прямо так же, как обычно. Если вот так наклоняешься, как бы кепка не слетает. А если едешь так, она почти всегда слетает. Там какие-то озера. Болото, наверное. Сегодня прекрасный день. Не жарко. Ну что, 20 градусов где-то. Ну и обещают, по прогнозу я смотрел, ну что-то до 23 может быть. Чумановка. Да, ветер сегодня благоволит прямо. Ехать, можно сказать, прямо спину дует. Так глядишь, вот если бы даже я вчера бы не отдыхал,
Ну что я там, ну 70 бы, может, проехал, кое-как там. Скрипя зубами и проехал бы, может, 70 с таким ураганом. Но при этом многие бы вообще бы отпали, наверное, от перенапряжения. А сегодня ветер в спину. Ну реально, по ходу дела, просто ветер поменялся, стал ровно в другую сторону. Так что я думаю, сегодня нагоним те километры, что вчера отдыхали. Может быть. Ну, загадывать не стоит, конечно. Кстати, вот эти кукурушки, да, на руках, что у меня появились. В интернете, да, я поискал, посмотрел. Это называется холодовая крапивица, что ли, что-то такое. Ну, это, в общем, от холода. Реакция от холода, да. Вот, реально, они уже стали проходить. Я вот по ним их задевал, прямо они были такие чувствительные. И вот одну ночь прямо, ну, щипало так, зудело. А сегодня ночью уже ничего не было, и как бы все. Уже они, как бы, кажется, даже поменьше стали. И, ну, не зудят уже ничего, и по ним проводишь, ничего не чувствуется. То есть, это реакция от холода. Ну, реально было очень холодно. Я же руль вот так держал. И, то есть, вот эти места у меня и вот покрылись этими кукурушками. Я даже и не знал. Да, сегодня руки у меня подзагорят немного. Точно такие же будут темные, как вот кисти. Ну ничего, загорать надо. Витамин D как-никак. Ну все, я тут посидел немного. Передохнул. Ветер реально сегодня в спину дует, это хорошо. Ну что, поехали дальше. Вон видно солнце где и тучка. И вот тучка закрыла солнце. Ну тень такая идет, и мы прямо это догоняем эту тень. Но она видно, как уходит от меня. А я за ней. Такая интересная особенность. Прямо выраженная тень. Галухина. Омск 158. Так, у нас новый район. Тюкалинский район. Добро пожаловать. Ветрогенератор. Вот мне такой, да, на багажник. И солнечную панельку не надо. Да. Технологии. Ну, какая штуковина. Там еще и солнечные панельки. А вот, видать, эту камеру питают, которая бдит за всем. А тут перекресток 4 дорог. Ярославка, Калмакова. Эх, остановки нету. Я бы посидел. Ну, хотя можно остановиться, я хочу хочу колеса подкачать немного. Уже столько еду, там по-любому подсулись немного надо достать. Вот эта покрышка кевларовская. И я ее качал 3,5, максимум, что можно. Ну, как на покрышке написано. Ну да, спала на пол атмосферы, может чуть побольше даже. Так что вот качаем. Вот так вот. Оп. Ну и поехали, ладно. Потом следующее посмотрим сколько. Это я качал до 5. Ну, чуть-чуть совсем сдулось. Ну, так что нормалек, подкачать тоже можно. Вторая неделя пути. Камеры практически не сдулись. Ну, передняя на пол атмосферы. Ну, задняя может там чуть меньше. В общем, я считаю, это нормально, хорошо. У кого-то беда произошла. Надеюсь, без жертв. А солнышко прямо хорошо печет. Потому что это волдыри стали появляться, пузыри. Наверное, надо перчатки одеть. У меня есть как раз белые перчатки. Они у меня на случай ремонта всякого там. Прорезиненные. Так что пойдет все. Ну, блин, реально, он
пузыри эти белые стали появляться. Я один лопнул, а оттуда жидкость вышла. Но это первый признак. Ну, у меня руки-то уже это хорошо подзагорели в первый день. Было примерно такое же яркое солнце весь день. И, можно сказать, я руки спалил тогда. Ладно, дадим им немного отдохнуть в этих перчатках. Если что, под вечер и снять можно будет. А сегодня у нас руки будут загорать. Надеюсь, не до пузырей. Отрачи. Омск 151. Какой табличке верить-то? Прошлая табличка была 150, сейчас еще больше на километр стало. Что-то у них таблички разнятся. А вот и Тюкалинск. Только что синяя табличка, интересно. Где белая? Ну, наверное, белая будет, как к самому городу буду подъезжать. Хотя это какой город? Это тоже, скорее всего, как село. Ну, уже 52 километра проехал. 12 часов по местному. Если я выехал в 9, 10, 11, ну 3 часа. Полтинник за 3 часа, вообще круто. Да, остановок практически не было. Так что посидим немного. Все равно надо отдохнуть в теньке. Роза ветров. В общем, я посмотрел по карте, можно вообще через Тюкалинск проехать. Ну и прокатимся. Так даже немного ближе будет. Я что-то там видел издалека, у них что еще, чертово колесо есть. Ну или как это, колесо обозрения там. А что там обозревать-то? Болото. Может, это в магазин заеду, что-нибудь возьму, попить. Ну, какой-нибудь газировочки, там что-нибудь такое, охота. Ну, это, скорее всего, школа. Школьники скоро на каникулы. Вот им хорошо. 3 месяца отдыхать, ничего не делать. Вот водоемчик какой-то. Тюкалинский пруд, наверное. Ну да, вот он и центр, можно сказать. Всякие магазины. Тюкалинск — это тебе не село. Прямо развитая деревуха. Ну, село городского типа. Вот площадь, все дела. Мне тут мужичок посоветовал в столовую заехать. Говорит, недорого. Цены нормальные. Вот туда заехать, что ли, взять супчика. Что-то реально давно супа не ел. Сейчас заедем, посмотрим. Вот и вечный огонь. Так я вот не понял, где столовая это, про которую он говорил. Вон есть какой-то стрит-фуд. Ну давай сюда закатим. Эту столовую я не нашел нифига. Надеюсь, не траванусь. Если они еще, конечно, работают. У них импровизированный типа рынок. Конечно, никто ничего не продает. Ну, короче, ну его нафиг, пошел в пятерочку. Куплю просто газировочки какой-нибудь. Да и на трассу. Вот такой мини-обед. 139 рублей. Но все равно дешевле, чем шаверму брать, например, ту же самую. Выезжаем из Тюкалинска на трассу. Подкрепились немного. В аптеке не было этой клещедерки. А взял эту, как его, крем для рук. Чтобы, ну, сильно руки не обветривались. Омск уже 124. Вот только же было 150. 5 вырвет, наверное. Счастливого пути желают серп и молот и звезда пятиконечная. Вот как. С той стороны, наверное, так же. А нет, что-то другое.
ЖК Тюкалинский. Видать, Стелла была. Колонна фур просто идет. Это я еще камеру поздно включил. И до этого их тоже очень много было. Вот так вот на легковушке прилипнешь за ними и едешь. Сложно такую колонну будет обогнать с первого раза. Постепенно ты обгонишь. Да, болото пошли. Кругом болото. Да, мертвый лес. Просто много берез. Вон их сколько. Я такого еще не видал, что прямо так много в одном месте. Ох-охо. Жесть. Забавное название. Орлово-Кукушкино. Да, туда грунты идут. Видать, какая-то вообще деревня такая глухая. Да, надо, короче, одевать рубашку. А то прямо и чувствую, руки начинают жечь, да. Я же в этом году и не загорал еще. Это первый загар. Ладно, я вот когда в Казахстан гонял, я летом ездил, у меня там руки уже подзагоревшие были. А сейчас, если сейчас весь день ехать, сгорят руки только так. Так что будем останавливаться, рубашку одевать. Это прямо чувствую уже, жжет руку. Так что вот, остановочка. Хоть такая, и то хорошо. Время 2:16 по местному. Я уже проехал 75. Ну, чтобы время не терять, я решил сразу и покушать, чтобы и нет. Гречку. Вот такую кильку обжаренную в томатном соусе. Черноморская. Да, взял 2 помидора, огурец. Сейчас помидоркой, гречку поедим и с килькой. В общем, обед у нас. Так что приятного аппетита, если тоже кушаете. И мне приятного аппетита. Погода сегодня замечательная просто. Все, объелся по полной. Сейчас кушать только буду вечером возле палатки. Ну реально, что-то объелся так хорошо. Ну надо, чё? А то сейчас такая территория. Когда там что будет остановка? А тут такая возможность, что? И по времени уже нормально. И проехал нормально. В общем, пообедали очень плотно. Аж ехать тяжело стало. Вот тут пейзажи особо не меняются. Болотистая местность. Березки, кусты. Внимание на дорогу! Соблюдай дистанцию и все дела. Полное внимание на дорогу. До Омска меньше сотки осталось. Но мы отдохнуть. Круто, меньше сотки. Вот там типа импровизированная остановка, я так понял. А мы здесь просто постоим. Малиновка налево и заправка. Я думаю, заеду умыться, если что, если вода нормально, воду набрать. А то вода уходит сегодня, да. Сейчас посмотрим, что за вода. В целом пить можно нормально. Вот, а хорошо, сразу умылся, набрал холодненькой воды. А вода ничего, нормально, можно. Так что да, еще не жара даже, а уже вода уходит. А что в жару-то будет? Ох-охо. Также можно всю трассу обвесить вот этими штуками. Всегда свет будет. Но за ними все равно тоже следить надо. Они тоже ломаются. Лампочки
таблички перегорают и прочее, прочее. Ну чё, посидеть у Малиновки. На заправке, да, я просто за водичкой зашел. А тут-то можно и посидеть. Да, ну посижу немного. Уж сколько, интересно, сделал, сейчас посмотрим. Ну, наверное, к соточке подходит уже. Так. 3.01, 4, значит, по местному. Да, 95.36. Еще чуть-чуть и соточка. Ну, привет, Малиновка. Вот, тут даже еще и туалет есть. Супер. А на предыдущей табличке была еще тара какая-то. Вон туда и до Колосовки, ого, 100 с лишним километров. Это что такая за Колосовка? В таком отдалении находится, интересно. Белая табличка прямо. Значит, Бекишево прямо уже сейчас тут начинается. Вот она, деревня-то. По левую сторону. Наверное, одна улица только. О, смотри-ка, там еще это каменное здание какое-то. Может, типа школы. Вот такое Бекишево. А справа ничего нету. Болото. А тут на конце деревни Бекишкина направо идет Аброскино. И остановочка. Расскажу про систему, что вот у меня здесь спереди. Я вроде обещал рассказать. Я тут остановился возле деревни Павловки. Если вы видели в обзоре, у меня было вот таких две сумки. Наперед я планировал вот эта 8-литровая сумка, вот она идет. И вот она тут также заканчивается. Тут тоже самая сумка такой же фирмы, водонепроницаемая. В общем, я их поставил сюда. Ну, как-то не то, не все. Она вот так вот свисает. Короче, я одну сумку решил сюда поставить. Так как у меня багажник довольно-таки специфический, не рассчитан по такую сумку. Если вот эту, без этой сумки будет очень низко. Вот они, вот здесь вот крепление идет, а багажник вот он здесь идет. Ну, короче, будет не очень удобно. Я решил сумку сюда сделать, чтобы багажник был, ну, типа как выше, что ли. И доступ к сумкам намного стал лучше. И, соответственно, стало лучше. Соответственно, стало больше вещей туда залазить. А вместо этих сумок я просто взял две бутылки из-под молока 2-литровые. То есть тут у меня 4 литра. Ну, вот они вообще идеально сюда подошли, просто как здесь и были. По форме все. Так, ну, это думал, чем, может, фастексом их закреплять, либо веревками. Короче, думал, взял просто резинки такие. Ну и вот, как его, ну, скотчем замотал, и все держится. То есть вот у меня такая резинка идет, довольно крепкая. Оп. Лучше не придумать, да, вообще идеально получилось. Ну, сумка, она криво-боко так стоит. То есть вот эти крепления, что я взял, к этой сумке не особо подходят. И так что у меня одна сумка точно такая же, ну, нулевая, в принципе, осталась просто дома. Вот так вот я вышел из такой ситуации. Я еще посчитал объем всех сумок, сколько это в литрах получается. Ну, где-то 104 литра получается. Вот эта сумка, подрамная сумка, и сзади 4 сумки. Ну, 104 литра, ну, там вычтем эти 4 литра, короче, 100 литров, да. Так необычно выглядит. Черная земля и только-только растущая трава. Вот так вот полосами прямо. Не сплошной зеленый ковер, а вот так вот черно-зеленый. Блин, круто, классно. Ну еще, наверное,
Несколько дней назад тут все было черном. А то поле, по ходу дела, отдыхает в этом году. Вон оно какое. Ивановка направо. Омск 63. Ну, сегодня до Омска я точно не доеду. Не, конечно, можно упереться, там приехать к ночи туда. И что там делать? Не, мы сегодня максимально близко к Омску подъедем. Ивановка, кафе, все дела там. Где-нибудь перед Омском сегодня заночуем. Быструха. Ты откуда будешь? С Быструхи. Чего с Быструхи? 127. Очень неплохо, я вам скажу. Ну, остановиться надо все равно. Передохнуть, размяться. И потом поедем вот так вот. Как тут написано, быстро-быстро. Если честно, у меня такое большое желание вот эту прямо лужу сейчас лечь. Полежать, размокнуть. Ха-ха-ха. Ну, она такая грязная, не. Сегодня буду полотенчик мочить и полотенцем обтираться. Это вообще, ну, лайфхак такой, можно сказать. С сырым полотенцем. Вот у меня есть тоже синее полотенце такое. Когда я в Казахстане гонял, тоже его мочил, им обтираешься. Ну, реально, как это, будто помылся. А то, блин, это сегодня влажных салфеток дофига уйдет обтираться. А с полотенчиком все равно экономнее получается. Да, такая дымка небольшая. Ну и хорошо, хоть солнце не так жарит, а хоть это он спокойно. И то он успел волдыри сегодня получить. Ладно, мне хоть ума хватило реально вот одеть рубашку, и я бы сжег все свои руки. Я уже чувствую, что руки, ну сколько я... Часа 3, наверное, может, ну 4 ехал чисто, ну, в футболке, да. Блин, все, чувствуются руки уже. Успели подгореть, надо постепенно. А то сожгу, волдырями покроется, потом что делать-то? Мази всякие ходить искать, что ли? Какой акробат. Что-то нарыли вон. Чистили или что? Особо сейчас сюда и не съедешь даже. Калиновка 4 километра. Ее даже отсюда видно. Асфальт, однако, и туда идет. В Калиновку-то. Поле-то какое поле! Царь поле! Обалдеть, вот это просторы. А там уже походу омские трубы дымят. Ну, попробую на монтаже увеличить, может видно будет. Ну, глазами прямо хорошо видно. Даже вроде и какие-то высотки, возможно. Что там до Омска, до километров 40 осталось. Габариты пошли. Можно съехать на обочину. А логово воронья. Может, не вороны. Ну, короче, врановые какие-то товарищи. Концерт устроили, тут раскаркались. Как интересно, квадратиком белые цветочки выросли. Нету их вообще нигде. Вот тут только квадратиком таких. Природа удивляет. А тут кемпинг, все дела. Останавливаться, не останавливаться. Даже не знаю. А нафиг дальше поедем. Хорошо идет пока что. Ну и уже солнце-то садится. Все часа 2 будет светить.
Хотя бы надо часик покрутить еще. Вот такого я еще не видал. Корабль везут. Охереть, еще один. Да. Такого я не видел, чтобы корабли везли на машинах. Ну вот они встали, я их догнал. Очуметь, блин. Корабль везут, аж 2 штуки. Росморчерма. Вот что-то такое было. Охереть. «145» проехал. И там он местечко такое хорошее нашел. На верхотуре меня, в принципе, видно не будет. Тут так подняться и туда сразу. В общем, я думаю, все, пора закругляться. А то, ну что, солнце уже сейчас сядет скоро. Через часа полтора. Вот то место. Вот туда дорога идет прямо. Ну, мы где-нибудь в этих березках завалимся сейчас. Ну, вот такое место. Чем не идеальная полянка, да? Самое то. Будем созерцать закат. Вон машины ездят. Вот так видно мне, в принципе, если на фуре ехать. Я до заправки не доехал где-то километров 5, наверное. Ладно, у меня вот тут есть вода заправочная, которую я использовал. Да, у меня, конечно, большое желание просто искупаться где-нибудь. Ну где ты сейчас искупаешься? Вода холодная еще. Вон уже. Сейчас, мне кажется, ну что тут, миллилитров 400. И вот полотенце, вот, наверное, все эти 400 миллилитров и выпьет. Ну вот я полотенце намочил, оно чавкает вот так. О, слышите, да? Все, погнали. Комары, блин. А быстренько обтереться. То есть сожрут гады. Ну все, купальные процедуры. Вот так вот. Ох, хорошо. Руки-то нифига сгорели как. Обалдеть. Ладно, мне ума хватило, блин, одеть эту-то. Рубашку. Без рубашки я бы, наверное, уже ожоги бы получил. Да, комары кусают. Да, что для счастья надо? Чисто помыться. Даже хотя бы и так. Да, чего-чего. Вот этого я не ожидал увидеть. Обалдеть, кожа вообще махом загорела. Это уже даже, можно сказать, сгорело. Да, лицо, наверное, у меня уже такое же. Черное. Ну что, скоро будем шоколадные. Черные. Че манит этих комаров в палатку? Бедные комары, вы же все подохнете там. Я вам устрою газовую камеру. Вон их просто тьма. Ну все, я как обычно вначале все спальное приготавливаю, подушку надуваю там, все туда закидываю, чтобы потом посидеть, чаек, кофе попить, перекусить и уже потом заваливаться на боковую. Да. Комаров, да, что-то я поспешил с выводами, их тут тоже полно. Просто тьма. Ладно, хоть они вот эту термуху не могут прокусить. Это радует она. Ну, она такая, типа толстая. Хоботки не достают до кожи. Что-то мне сегодня вообще есть неохота ничего. Я в обед прямо, потому что плотно-плотно поел. Так что сейчас будем кофеек пить. Я сегодня такие печеньки брал. Юбилейная. Да и надо эти пряники съедать. Тут 3 пряника осталось, сегодня не могу доесть. В общем, будем сейчас кофейничать. Ох, комары разлетались. Ну просто их тьма здесь. Ну что, вот так вот денек прошел. Солнце за тучку зашло. Вроде дождь не обещают. Это хорошо. Завтра до Омска доедем. Ну что-то до Омска, ну, я думаю, наверное, километров 20 может осталось доехать. Так
Так что завтра будем Омск смотреть. Прокатимся. Ни разу не был в Омске. Смотрим, что за Омск такой. Ну и после Омска все сразу на трассу. И следующий большой город областной, это Новосибирск будет. Ох, сколько туда ехать. Ну, еще километров, наверное, 500 до него. Может больше, может меньше. Я так примерно говорю. На трассу видно, едут. Вода уже закипает. Что-то думал, разжигать костер, не разжигать. Ну так-то можно, конечно, было у нас собирать. Вот тут береза есть ведь. Ну, я вот так прошелся. Поваленных нету деревьев. Обычно я с поваленных берез, ну, беру дрова-то. А тут что? Тут все стоят, все живые. Сгущеночка. Заканчивается, надо новую покупать. Не хватило немного заряда камеры. А там уже все деления ушли. Она, ну, села бы через несколько секунд. Ну, у меня есть запасной аккумулятор. Ну, я в этом году использую вот такой чехол с ветрозащитой. У нас в Екатеринбурге один парнишка делает. Ну, я вот тестировал, прямо неплохая штука тоже. Ну, вот этот аккумулятор родной соневский. Ну что, можно сказать, впервые за все путешествие у меня не хватило заряда аккумулятора. Обычно хватает. Ну, там одно деление еще остается. Ну, все, вода закипела. Можно кофеек. Ну, потом, если что, еще можно будет. Да, я, наверное, еще заварю. Так, время есть еще. Колбасу взял, думал, сегодня буду колбасу эту кушать. Что-то я даже не хотел и не открыл. Скопченая грудка какая-то, баварушка. Не знаю, ну, мне кажется, не должна испортиться, она все-таки запечатанная. Но сегодня тепло было, так что она могла и нагреться неплохо так. Ну что, в общем, вот так вот день прошел. Очередной день путешествия. Сегодня самый большой километраж, что я смог сделать. 145 километров. Но я думаю, это не финал. Я хочу в этом году обязательно сделать бревет. Где-нибудь по монгольским степям. Если еще ветер будет в спину, там вообще можно будет легко сделать. Но опять для бревета это надо рано выезжать, весь день крутить, чтобы ветер не мешал. И желательно, чтобы была плоскость. А еще лучше, чтобы вниз все было. Вот тогда бревет легко 200 сделать. Да, хоть 300 можно. Если с горочки ветер в спину, легко можно сделать. Да, место шикарное. Ну, не учитывая комаров. Комаров сейчас так и будет. Сейчас весна, этих комаров просто тьма. Это их там середина лета, их там мало становится. А сейчас они все проснулись, как и клещи. Ну, я прошелся, клещей вроде нету. Ну, я все равно брызгаюсь перед тем, как заходить в лес на ночевку. Я так баллончиком пару раз брызгаю на всякий случай. Мало ли. Ну, это, как заметил, они просто садятся на одежду и просто тупят. Ни туда, ни сюда. Ну, там что-то ползают, это самое, влево, вправо, вот так и все. И они не активны. А если ничем не брызгать, я видел, да, когда туда в логово клещей да залез, там капец, они вообще быстро поползают так. Я походил, вначале здесь, потом здесь, вообще их везде было. Но никто не сапнул, я потому что все равно смотрел в палатке, чтобы никого не было. Так что с клещами, конечно, не надо шутить. Это такая штука, может и заразной попасться. О, какой паучок. Ну, в общем, все. Я думаю, на этом надо заканчивать. Буду сейчас кушать, чай пить, кофе пить с печенюшками, с пряниками. Думал, наслаждаться буду закатом. Ага, вон все затянуло. Ну и да и ладно, раньше спать лягу. Кстати, вон косули бегают, что ли? Ну-ка. Секунду. Действительно. А ну-ка.
Запись. Ага, вон они. Какие красивые. Вот прикольно, да, зум-камерой все видно. Естественно, это я потом все переложу. О, меня увидели. 3 штучки. Круто. Не знаю, камера передает, не передает. О, какие грациозные. Ну-ка, давай максимум зум. Ай, комары кусают. Ну ладно, все. Вот так встреча, так встреча. Ну вот у меня вот зум-камера это есть тоже. Она что-то сколько, 60x увеличивает. Прикольная штука. Ну все, теперь точно на этом все. Вон они бегут. Эй! А, вообще на меня 0 внимания. Ну это какие-то прямо молодые вон. Жопы белые. Ладно, все, на этом все. Буду кушать, отдыхать. Завтра ждет новый день. Омск. Посмотрим, что это за Омск. Заедем в гостям к Амичам. Правильно же, да, говорить, Амичи? Ну все, ладно, все, пока.